Беларусь разваливает ОДКБ. Путин требует легитимности, а Байден не будет прощать своего сына. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Еще один блок в ремонте. Ситуация с электричеством в Украине, похоже, ухудшится. Вечных двигателей не бывает. И необходимо, и даже атомному энергоблоку, ему необходимо перегружать топливо. Латвия и Эстония призывают выделять еще больше денег на оборону. Очень важно, что мы признаем, что финансирование в настоящее время необходимо увеличить, и у нас недостаточно средств и денег на оборону, и мы считаем, что 2% недостаточно. Лукашенко и пословицы «Кто на каком коне и зачем этого коня было коррумпировать?» Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», это тоже очень важно. Поехали. Беларусь поставляла оружие в Азербайджан во время так называемого Карабахского конфликта с 2018 по 2022 годы. В распоряжении издания «Политика» оказались документы, якобы подтверждающие эту информацию. Издание изучило письма белорусского агентства по экспорту вооружений, название агентства не озвучивается, а также переписку между участниками сделки по покупке противоракетных комплексов «Гроза-С». Беларусь занималась модернизацией старой артиллерии и поставками нового оборудования для радиоэлектронной борьбы. Смешно думать, что эти перевозки могли произойти без ведома Москвы, и что Россия не смогла бы их остановить, если бы захотела. Когда дело касается Москвы, не существует такого понятия, как лояльность. Все дело в сохранении собственной безопасности, даже если это происходит за счет собственных союзников. Официальных ответов от Азербайджана или Беларуси издание не получило. Притом следует учитывать, что Беларусь и Армения – участники Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ и должны предоставлять друг другу поддержку. В Москве искренне удивляются, почему Армения вдруг резко стала против участия в организации. Действительно, почему? К слову, Армения приедет на саммит мира в Швейцарии, который начнется 15 июня. Украина выводит в ремонт еще один энергоблок атомной станции, и в профильной компании обещают еще больший дефицит электроэнергии. Ремонты проводятся на 8 энергоблоках 3 работающих в Украине атомных станций. У нас сейчас засекречена даже мощность, которую мы выдаем, потому что очень просто рассчитывать количество блоков в работе и количество блоков в ремонте. Все мы находимся под угрозой ракетных ударов. Также в компании говорят, что раньше выводили блоки в плановый ремонт в любое время года, когда система работала нормально, но в последние несколько лет делают это только в теплое время года, чтобы пользователи не так остро ощутили нехватку электроэнергии. Разъяснить ситуацию мы попросили экспертов в вопросах ядерной энергетики, экс-главу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григория Плачкова. Вечных двигателей не бывает. И необходимо, и даже атомному энергоблоку, ему необходимо перегружать топливо. И ему необходимо проверять системы, важные для безопасности. Но НАЭК «Энергоатом» будет делать все для того, чтобы там максимальное количество энергоблоков, их 9, работали в осенне-зимний период без остановок на ремонт и на перегрузку топлива. Атомная энергетика – это базовая нагрузка. Без маневренных мощностей, без маневровых энергоблоков, тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей, гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, будет очень сложно. Потому что или будет не хватать электроэнергии, просто ее не будет хватать на пиках, и ее будет профицит на спаде ночью. Поэтому без маневровой генерации очень сложно будет пройти осенне-зимний период. Это факт, объективно. Надо чем-то маневрировать атомную мощность. Сейчас вполне реально предположить, что зимой украинцы будут получать электричество по 5-6 часов в день, заявляет в одной из энергетических компаний.
10 врачей в Украине, в том числе и экс-замминистра здравоохранения страны, подозреваются в краже органов у недееспособных пациентов. Об этом пишут украинские медиа. Бывший чиновник Михаил Загрейчук вместе с работниками столичных клиник организовал, по версии следствия, схему незаконного изъятия анатомических материалов у людей, которые находились в беспомощном состоянии с последующей продажей за границу. Это была цитата. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Coca-Cola возвращается в Россию. Компания после начала широкомасштабного наступления вышла из РФ, а сейчас снова регистрирует там товарные знаки. Издание «Ведомости» пишут о том, что компания пытается заявить свой товарный знак в РФ. По российскому законодательству при неиспользовании товарных знаков в течение 3 лет на территории страны они могут быть аннулированы. Может быть, именно тут кроется причина переподачи товарных знаков для Coca-Cola. Путин огласил свои требования к мирным переговорам. Список фантастических условий он огласил, как обычно, ультимативно и говорит, Россия готова хоть завтра к мирным переговорам. Более того, говорит, обо всем договорились уже давно. С этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации все было понятно. Все было прописано. Количество того, сего, там, танков. Обо всем договорились. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены и права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии. Статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. То есть с начала широкомасштабного наступления планы не изменились. Это денацификация, демилитаризация, это территории и даже не люди. Путинский коллега тоже решил повспоминать и сделать что-то, чтобы сделать вид, что он что-то делает. И решил то ли на ипподром съездить, то ли с коррупцией побороться. Уверен, что и за столом сегодня присутствуют люди, которые не первый раз от меня слышали фразу «Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме». Широко разошлась эта фраза в нашем государстве, среди народа. Но, как вы понимаете, я это не напрасно говорил. И я очень-очень не хотел бы, чтобы мне в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Но, правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно на нем уже лет 30 сидит. Я думаю, те, кто интересуется этим вопросом, помнят, что первую в истории в стране нашу антикоррупционную комиссию в нашей стране возглавлял тот самый Лукашенко. Латвия и Эстония будут добиваться увеличения расходов на оборону в НАТО. Страны Балтии строят восточную линию обороны вдоль границы с Россией, и инвестиции в помощь этой обороне в этом случае крайне важны. Очень важно, что мы признаем, что финансирование в настоящее время необходимо увеличить, и у нас недостаточно средств и денег на оборону, и мы считаем, что 2% недостаточно, и нам нужно идти дальше. Эстония предложила, что, возможно, мы должны думать о 2,5%. В этом году Эстония инвестирует 3,4%, а в следующем году более 3%. Россия не изменится. Угроза со стороны России растет. И когда мы смотрим на то, сколько Россия сейчас инвестирует в оборону, в этом году почти 9% своего ВВП, то мы все понимаем, что если сравнить наши 2% в НАТО или 3,5% в страны Балтии и Польшу, то нам все равно нужно инвестировать больше. Байден не собирается заниматься помилованием своего сына, хотя как президент может это сделать.
Действительно, президент США обладает правом на помилование, но Джо Байден объяснил, почему не будет применять его к собственному сыну. Что касается вопроса о семье, то я очень горжусь своим сыном Хантером. Он преодолел зависимость. Он один из самых умных и порядочных людей, которых я знаю. И я уверен, что не собираюсь ничего предпринимать. Я сказал, что подчинюсь решению присяжных. Я так и сделаю, и не буду его миловать. Суд присяжных признал сына Байдена, Хантера Байдена, виновным во лжи об употреблении наркотиков для незаконной покупки оружия в 2018 году, что сделало его фактически первым сыном действующего президента США, признанным виновным в совершении преступления. Процесс Хантера Байдена последовал сразу после вынесения приговора по уголовному делу 45-му президенту, республиканцу Дональду Трампу, который стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в совершении уголовного преступления. Друзья, я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», позволяет нам создавать новые видео. Мы вам за это благодарны и продолжайте так делать дальше. Спасибо. Также продолжайте ставить лайки, оставлять комментарии. Все это очень важно, так же, как и подписываться на наш канал, если вы еще, конечно же, этого не сделали. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.